Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина тайно влюблена в вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Вот хочется покоя. Сразу почему-то, знаете, вот пошла информация. Хочется покоя. Есть некоторая усталость. Усталость моральная. У кого-то усталость физическая. Да? Это может быть связано с тяжелой физической работой. Вот такое ощущение, что, может быть, даже кто-то из вас давно не был в отпуске, мало отдыхаете, да? Здесь может быть ситуация, когда вы устали вообще от какой-то житейской суеты, да, вот эти все дела, проблемы, заботы, хлопоты. Настолько они вас выматывают, что устали, вот просто устали. Хочется умчаться на край земли, да, хочется, я не знаю, там выключить все гаджеты, чтобы никто не дозвонился и просто хотя бы недельку отдохнуть. У кого-то, кстати, может проиграться, что сейчас вы приболели. Тоже может быть такой момент. Не дай бог, конечно, но может проиграться. Вы человек очень такой позитивный. Вы стараетесь во всех вопросах житейских, даже в каких-то проблемах и неприятностях, вот видите везде плюсы. Вот вплоть до того, что что-то не очень приятное произошло, вы говорите, да ничего, значит это к лучшему, да? То есть вы выискиваете. Вы человек, который, я вам скажу, что вы ориентированы вот именно на законный брак. Я не могу сказать, что вы приветствуете романы. Вот как-то вот к романам вы очень и очень так холодно и спокойно относитесь. Понятное дело, что это общий расклад. Конечно же, среди вас есть такие товарищи, которые по той или иной причине, да, иногда там, может быть, налево прыгали, кто-то из вас, может быть, от безысходности, да, вот те самые девочки-однодневочки, я знаю, вы пишете, да, даже в комментариях, бывает, попадаются. Но, в принципе, вот я сейчас беру, какой вы на самом деле. Вот даже у кого есть эти девочки-однодневочки, по-честному, да, вот, не кривя душой, они вам 300 лет не нужны. Вот если бы у вас была одна единственная женщина, вот любимая, да, любящая, вам никакая девочка больше не понадобилась. Вы очень постоянный, вы семейный, вы вот любите стабильность. Вы любите, когда у вас одна единственная, и так везде. На работе у вас есть, я вам скажу, что пара-тройка людей, с которыми, коллеги, да, назовем. Хотя у некоторых это не только коллеги, а и друзья могут быть, такие приятельские отношения довольно неплохие. У кого-то это может быть, я не знаю, там отдел, да, какой-то, вы вместе работаете. Отдел магазина, к примеру, да. У кого-то это еще какая-то ваша там маленькая такая компашка, 2-3 человека, с которым вы спелись. Довольно неплохо о вас отзываются на работе, вас ценят как хорошего, ценного сотрудника. Вы довольно такой знающий, опытный человек в своем деле. Многому можете даже научить вот новичков. И я думаю, среди вас есть такие, кого, может быть, начальство просило, вот когда приходят молодые, у кого-то, может быть, на стажировку приходят люди, и просят, чтобы вы показали, научили, там, помогли чем-то, да. Поэтому, такой вы ценный товарищ, ценный сотрудник, знающий свое дело. Причем может даже проиграться, что вы владеете, не только своим ремеслом. Может быть, даже у вас есть 2 образования, либо 2 профессии, там, у кого-то 3, может быть, чем вы владеете в совершенстве. Вы человек, который ностальгирует по прошлому. Вот периодически вы ностальгируете. Давайте спросим, почему ностальгируете. Не почему, а по кому. Есть момент ностальгии о женщине, которая осталась в прошлом. После этой женщины вы начали жизнь как будто с чистого листа. Но уж этот лист не такой яркий, какой был раньше, не такой красочный.
нет таких вот эмоций, которые были у вас раньше, да? Вы снова выпадаете у нас императором. То есть, ну здесь даже нечего описывать, да, вы сильный. Я думаю, вы уже с помощью расклада в каком-то смысле даже изучили значение карт, да? То есть император у нас какой? Это сильный мужчина, это стабильный, да, любящий стабильность. В каком-то смысле может быть даже властный, любящий контролировать, чтобы все везде было правильно, да. Любящий порядок, любящий правду, да, вот я не скажу, что склочный, но именно когда есть какие-то проблемы, вы можете поднажать и хорошенечко так загнать себе под каблук тех, кто плохо себя ведет. Особенно это на работе, да? Если кто-то начинает там на вас наезжать, допустим, ну я утрирую сейчас, да, ну чтобы вы приблизительно понимали, кто-то начинает на вас наезжать на работе, либо же там еще какие-то знакомые, вы очень легко человека загоните себе под каблук, еще, ну я не скажу прям, что унизите, но хорошенечко так фейсом об тейбл можете дать, да? Так, а смотрю, что-то у вас за ограничения вы по жизни. Что за ограничения? Давайте уточним. С чем это связано? Ха. Ну да, кто бы мог подумать, даже неудивительно. Смотрите, такая ситуация. Ну, то, что вы измену пережили, это 100%, это даже не обсуждается. Может быть, даже кто-то сомневается, но вот я вам подтверждаю то, что была измена в вашей жизни от вашей распрекрасной мадамы. Смотрите, в чем ограничение? Здесь еще проигрывается ситуация, когда ваша вот эта мадама из Амстердама, которая любительница налево прыгать, направо, она очень сильно огорчилась, что вы ей перекрыли финансовые потоки. Здесь может быть ситуация, когда даже разойдясь, вот она пыталась как-то с вас поиметь денежки. Ну вот вы ее бедненькую так расстроили, вы ее так огорчили, вы прекратили ей помощь какую-то оказывать. Ну разве что детям, да, вот детям вы, конечно же, будете помогать. Но то, что перекрыли ей все, знаете, вот есть пары, которые, ну как вот сказать, мужчина оплачивает все, да? Женщины не знают даже, как коммуналку заплатить. Вот из этого разряда, если вы раньше все платили, да, вы давали на все деньги, вы давали подарки там и туда, и сюда, а сейчас вы все это перекрыли, да, то есть никаких карманных расходов, ничего, потому что здесь есть ситуация, когда она даже после разрыва, она думала, что вы все равно будете денежку подбрасывать, ну, как бы на содержание, да, такая вот она вся бедная, несчастная, что вы чуть ли не пожизненно должны ее содержать. Но это уже нужно губозакаточную машину, наверное, покупать. Итак, приближаемся к нашей теме, да, какая же женщина тайно влюблена в вас. Потому что, ну, я смотрю, вот как-то такой женщины, которая бы, ну, пробила ваше сердце, которая могла бы вас покорить, вот я сейчас не вижу вас абсолютно. И даже вот несмотря на то, что это общий расклад, да, вот несмотря на то, что да, у вас могут быть у некоторых романы, ну вот это романы настолько пустые, насколько они мимолетные, настолько эти женщины не покорили ваше сердце. Давайте будем разбираться, какая же женщина все-таки тайно в вас влюблена. Может быть, вы узнаете кого-то там, да, из своих знакомых. Так. Ух ты, эта женщина непростая. Очень даже непростая. Интрига. Эта женщина очень скрытная, это первое. Она может владеть магией. Но то, что у нее хорошая интуиция, это однозначно. У нее есть какие-то магические, вот именно эзотерические способности. Другое дело, что она их может не использовать и не очень, как бы, ними пользоваться и развивать. Это другое дело. Но способности есть. Вот знаете, бывают люди, что говорят глазливые, вот глаз там черный, да, червивый говорят. Есть язык, да, такой, что вот скажет человека и сглазит. Бывает, кстати, ребята, сами себя можно сглазить, поэтому будьте осторожны. Вот лучше заранее не хвалите, даже сами себя. Такой момент тоже есть. Это женщина, которая
Вот она пережила какую-то такую трагедию в своей жизни. Давайте сейчас уточним, с чем это связано. Ну, это связано, да, это с мужчиной, с потерей мужчины, одиночество. У нее был период одиночества. Она очень непростые времена переживала, поэтому даже на какой-то период она вообще поставила крест на мужчинах, на всех отношениях. Она имела в своей жизни, ну, такого, в каком-то смысле, может быть, даже деспотичного мужчину, диктатора, очень такой эмоционально холодный, жесткий, может быть, даже связан с погонами, да, вот армия, ну и все остальные профессии, которые сюда подходят, также может быть. После этих отношений женщина стала, знаете, ну, не то чтобы там зашуганная, как говорят, да, ей добавилось комплекса, вот внутренних комплексов. Она, помимо того, что не доверяет мужчинам, она очень стала такая сомневающаяся даже в себе. Вот она почему-то стала сомневаться в себе, хотя она всегда была победительница по жизни. Она всегда была такая, да, у нее вранье, измены были. Трэш, да, там была третья женщина, еще одна женщина была. Мужчина настолько, вот который у нее был, настолько ее унижал, да, что ну реально загнал ее в комплексы. Хотя она раньше была совершенно другой. Она очень общительный, открытый человек. Она может иметь ребенка, кстати, пусть вас это не пугает, потому что я знаю, некоторые из вас против чужих детей. Ну, я считаю, это не очень правильно, да. Но, опять же, это личное дело каждого. Она почему вот поставила, ну, такой временный крест на мужчинах, да, потому что она боится еще раз обмануться, что ее снова обманут. Она влюбится и снова ее обманут. Смотрите, какая она. Она среднего возраста. Опять же, я говорю приблизительно, потому что общий расклад. Женщина вообще вот сама по себе, она страстная. Она в принципе очень такая умная, рассудительная. Она не будет совершать каких-то спонтанных действий, хорошенечко не подумав. Но вот у нее есть вот эти внутренние проблемы, опять же, пусть они вас не пугают, потому что, ну, вы понимаете, если вот каждого из вас сейчас копни, продиагностируй, у каждого человека можно найти свои проблемы, а тем более у тех, которые пережили разрыв, развод. Потому что развод – это маленькая смерть. И это не я придумала. Поэтому здесь свои психотравмы, и вот после этого она замкнулась. Что же произошло дальше? Да, вот как с вами она связана? Как же с вами она связана? Давайте будем эту историю распутывать. Снова у нас падает работа. Работа, финансы, да? Опять же, у кого как проиграется. Смотрите, ребят, здесь у кого-то может проиграться, что эта женщина именно на работе, да, вот как-то с работой связана. У кого-то связано именно вот с финансами. То есть денежно-финансовые обороты. Это то, что я всегда называю магазин, да, там аптеки, парикмахерские и так далее. Да хоть на заправке, да, ну то есть там, где вы расплачиваетесь. Вы где-то пересекались с этой женщиной. Она вас приметила, она заметила, но я склоняюсь, что... Ну, скорее, она на внешность запала. Может быть, у кого-то, я не знаю, там рост, фигура, да. Опять же, у каждой женщины свои предпочтения. Пусть даже это будет какой-то, я не знаю, маленький там коротышка с животиком мужчина, да, я в общем говорю, никого не хочу обидеть. Но и все равно у этого маленького мужчины найдутся свои поклонницы, понимаете? И это не зависит от веса, от роста. Это большое заблуждение людей, которые считают, что вот все любят только красавцев, либо красавиц. Вы сами это понимаете, да? Кто-то любит одних, кто-то любит других, а у кого-то вообще трэш, да, влюбляется совершенно в противоположность. Поэтому здесь скорее я склоняюсь, что это во внешность, вот в фигуру, да. Может быть, еще она слышала вот со стороны вашу то ли манеру общения, может быть, вы по телефону при ней разговаривали с кем-то,
Она услышала, как вы вежливо, да, вот деликатно, так, ну, классно, так по-доброму общаетесь с людьми. Тоже такой момент может быть, потому что, ну, разговор, да, может быть какой-то. Но опять же, вы с ней вот так прям близко не общались. Это если было общение, ну так, как, я не знаю, ну, вроде бы и коллеги, возьмем вот коллеги, допустим, да, но друг о друге особо не знаете. Потому что с коллегами тоже можно, с кем-то ближе общаешься, с кем-то не очень. С кем-то здравствуйте, до свидания, с кем-то ты делишься сокровенным. Такие коллеги-приятели есть. Поэтому с этой женщиной вы, ну, так прям не пересекали. Ну, вернее, не то, что не пересекались, с ней вы так близко не общались. Она не знает о вас ничего. Вот вы ей чисто внешне понравились, вот она вот тайно в вас, да, влюблена именно вот во внешность, да, вот либо в манеру общения. Что еще о ней скажут? Но опять же, она, знаете, такое ощущение, что она ждет шанса, вот шанс, что ей сама жизнь предоставит, как-то вот с вами пересечься, может быть, в такой обстановке, где вы сможете, ну, либо же так более тесно пообщаться, может быть, там, я не знаю, у кого-то день рождения, может быть, намечается у ваших общих знакомых, к примеру. И вот как-то будете больше общаться. Но она переживает. Вот она не из тех, которые будут бегать за вами, она не будет вешаться. Она вот, да, влюблена тайно, но вот она ждет удобного момента. И даже если это продавец в магазине, ну, может быть, она ждет, пока не будет очереди, да, чтобы вот не было свидетелей, если она даже пофлиртует с вами. Понимаете? Потому что, опять же, у каждого по-своему проиграется, это общий расклад. Поэтому переворачивайте под себя. Ну, женщина довольно неплохая. Давайте посмотрим вот просто на перспективу в двух словах. Вот смогут ли у вас быть какие-то с ней отношения? Конечно же, смогут. Вот у вас идет обнуление жизни. У вас может быть совершенно новый этап жизни с этой женщиной. Опять же, будет и общение, будет более тесное общение, будут отношения. Поэтому большая вероятность, что вы с ней будете вместе. Не нужно ставить на себе крест, не нужно замыкаться, закрываться, опускать руки. Вселенная все равно выведет. Вот она выведет вас туда, куда вам нужно. Просто вы сами помогаете Вселенной. Помогаете вот в каком плане? Не нужно замыкаться, закрываться, да, не нужно самобичеванием заниматься. Не нужно, ну, я понимаю, что это легко сказать, да, не нужно обвинять всех женщин, что все женщины одинаковые. Вот одна предала, значит, все такие. Нужно как-то, знаете, вот помимо того, что больше общаться с людьми, быть более открытым, вот открытым к общению. Нужно реально работать над собой, и тогда у вас обязательно все получится. Чего я вам всеми желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!